Всем привет! Сегодня будет обзорное видео, что такое Дубай изнутри, на что вы можете претендовать, если вы приехали в Дубай, и как вообще живут здесь люди, жители, что вокруг происходит. Потому что говорят в основном о том, как здесь круто, как здесь классно, все красиво, замечательно, приезжай, живи, кайфуй. Это классный маркетинг. Да, я попозже объясню, что это такое и для чего это нужно Дубаю. Ну а сейчас давайте к реальности. Это статистика, это данные, да, то есть они есть официальные, сколько люди зарабатывают, какие имеют доходы, которые живут в Дубае. Так вот, самое интересное, 57% населения имеют доход менее $1500. Я не знаю, как они выживают. Вот они живут, это, знаете, вот строители, они живут же не в Дубае, они живут там в вагончиках в пустыне. Их загрузили, забрали, отвезли. Привезли, они работают. Также с Макдональдсом. То есть весь обслуживающий персонал здесь, они не живут в Дубае, они живут где-то там в пустыне, либо в каких-то промзонах. Их забирают, грузят людей этих, утром привозят на работу, вечером приезжает автобус, их забирают обратно. Вот так здесь построен обслуживающий персонал. Практически весь так работает. Жилье дорогое, жить им негде, но они работают. Следующая часть, 21%, это уровень дохода $1500-2700. Кто? Ну, я буду рассказывать все-таки больше, да, для экспатов, кто приезжает сюда. Вот это большая часть нью экспаты. То есть те, кто приехали совсем недавно. И они хотят зарабатывать здесь, что-то строят, придумывают, ищут работу. Вот, пожалуйста, 1500-2700, условно это от 5000 дирхам до 8000 дирхам, до 9000 они могут зарабатывать. Далее я расскажу, какие нужны требования и что можно заработать здесь, когда ты приехал. Это будет чуть-чуть дальше, следующий будет лист. Следующий, 16% населения от всего Дубая, специалисты. Это люди, которые уже здесь понимают, что как работает. Они имеют доход 2700-5500. Это уже такой средний класс. То есть, имея такой доход, ты можешь жить уже, в принципе, вот средний класс. Следующая часть, всего лишь 5%. Это $5500 до $9000. Это уже руководители. Руководители, которые имеют эту зарплату с опытом и работая здесь более 3-5 лет. Но опять, к этому вернемся дальше. Я все подготовил для вас, и вы поймете, как можно заработать. И 1%. Все говорят, в Дубае нужно миллион. А кто его здесь зарабатывает, этот миллион? В рублях. Миллион в рублях и больше, да? Чтобы жить здесь классно и комфортно. Как мне говорили, ты едешь в Дубай, там нужно миллион зарабатывать. Так как кто его зарабатывает, это 1%. Всего 1% по статистике здесь в Дубае имеет больше $10 тысяч в месяц доход. Когда вы приезжаете в Дубай, вы ожидаете увидеть это, но попадаете либо сюда, либо сюда. И что дальше? Дальше нужно отсюда перескакивать уже сюда. А хочется же приехать вот сюда. И когда человек едет в другую страну, скорее всего, он предполагает улучшение. Но есть путь, который нужно пройти. Здесь danger, здесь это жить в пустыне, в контейнере и так далее. В основном наши граждане СНГ, они здесь не попадаются. Вот здесь основная часть экспатов. Давайте дальше расскажу, как же можно заработать. Вот мы подошли к самому интересному. Я думаю, что эту таблицу можно будет сохранить как памятку. Она поможет вам, если вы планируете переехать в Дубай. Ну, либо просто для информации, чтобы знать, чего можно ожидать, когда ты приехал в новую страну, в частности в Дубай. И я сделал таблицу. Здесь у нас доход 1000, 1500, 1500, 2700. Это все в долларах. Следующий пример профессий. На что можно ориентироваться? Требуемый опыт в Дубае. Требуют все опыт в Дубае. Где искать? Площадки, где искать такую работу. Уровень английского требуемый. И покупка автомобиля. Это взял для понимания. Чтобы купить здесь автомобиль, а он здесь очень нужен. Без машины в Дубае очень сложно. Здесь не продумана для пешеходов инфраструктура вообще. И тогда я взял автомобиль за 30 тысяч дирхам, чтобы здесь посчитать, будет количество месяцев, сколько необходимо отработать, чтобы купить этот автомобиль. На примере это Volkswagen Touareg 2012 год, Infiniti FX 2012 год, Nissan Altima 2018 год. Ну, масса автомобилей, в принципе, в эти деньги можно купить, которые достаточно комфортные для передвижения по Дубаю.
Первый доход 1000-1500, о чем мы говорили, да, это обслуживающий персонал и такой низший класс, которых больше всех, 57%. Пример профессий. Хостес, ресепшн, админ, рабочий персонал, как я и говорил, требуемый опыт. Могут брать без опыта, это не так важно. А где искать? Это платформы Dubizzle, типа нашего Авито. Можно на Facebook искать в группах. И телеграм-каналы, полно такой работы, всегда нужны руки. Уровень английского, как правило, это А1, Б1. Если hello умеешь говорить, этого плюс-минус достаточно, а там уже разберешься. Авто купить, про авто можно забыть. Авто здесь купить невозможно, живя на эти деньги. Следующая часть, 1500-2700 долларов, это как раз таки уже экспаты. Это клиентский менеджер, это ассистент, это если ты в IT-сфере, это джуниор и начинающий брокер. В принципе, в эти деньги ты можешь рассчитывать. Требуемый опыт в Дубае полгода-год, чтобы ты хотя бы немножко понимал, что здесь происходит. Где искать? Также Dubizzle а-ля Авито, LinkedIn и телеграм-каналы. Уровень английского хотя бы надо, чтобы ты разговаривал. Немножко, понимал, мог донести, пообщаться с кем-то. B1, B2. Ну и тут уже у нас есть вероятность купить автомобиль, если работать 4-6 месяцев и экономить. Следующий уровень у нас, это уже зарплата 2700-5500 долларов. Да, большой разбег, но и у людей из-за их навыков тоже разные зарплаты. Это уже брокер, бухгалтер, финансовый аналитик. То есть это уже люди, которые проработали здесь больше 2 лет, скажем так. Требуемый опыт 1-2 года начинается, да, требования. Дальше, где искать? LinkedIn, Headhunter платформы, и подобные. Телеграм-каналы, где уже больше они профильные, где ищут более подготовленных людей. Уровень английского B2 вы уже должны разговаривать. Сколько нужно для покупки автомобиля? 2-3 месяца. 2-3 месяца работы вы можете купить автомобиль. Следующий уровень. 5500 тысяч долларов, 9500 долларов. Это уже руководители отдела, управляющие, финансовые менеджеры. Требуемый опыт 2-4 года. Поиск также LinkedIn, Headhunter, личные знакомства. Уровень C1. Сколько работать, чтобы купить автомобиль за 30 тысяч? В 1 месяц. Недолго. И следующее у нас, это тот самый 1%. 9,5 тысяч, 20 тысяч долларов и плюс. Это собственники бизнеса. Это директора, SEO, CFO. Топ-брокеры сюда входят. Это которые уже отработали, имеют базу, которых, наверное, вы видите в YouTube. Либо которые рассказывают, как здесь супер круто. Требуемый опыт, если вы хотите пойти на должность SEO, либо директора, 5+ лет в Дубае. Опять же, это мое мнение. Оно может отличаться, но из того, что я вижу, эта картинка соответствует. Здесь уже Headhunter агентство, да, плюс закрытые клубы, встречи и личные знакомства. Уровень английского, C1+. Сколько нужно месяцев, чтобы купить машину за 30 тысяч? Да нисколько, она им в принципе не нужна. У них есть машина за 300 тысяч. Я имею в виду 30 тысяч дирхам и 300 тысяч дирхам. Да? Курс там 3,65 долларов. Поэтому вот вы видите, что такое, как можно зарабатывать и на что можно рассчитывать, исходя из ваших амбиций, из вашего опыта, знания рынка. Вот реальная ситуация. Конечно, хочется приехать и сразу вот сюда или вот сюда, куда-то. Но это сложно. Ты не понимаешь рынка, нужно вникнуть в структуру, нужно разобраться. Поэтому вот реальная сетка, которая здесь работает. Далее мы с вами поговорим, как эти все стадии быстренько пройти. Я сейчас прохожу. Я сейчас нахожусь вот на вот этой стадии. Я начал отсюда, сюда пришел, и я надеюсь, что я буду вот здесь. По крайней мере, я сделаю все возможное. В итоге получилась такая таблица, которая может быть инструкцией для полного понимания, что такое Дубай. Вы можете сохранить это видео, переслать другу, который хочет переехать. Либо тот, кто уже приехал и смотрит здесь, пожалуйста, жду комментарии, буду только рад. Я не ходил по всем собеседованиям, да? Это моя информация, мое мнение, чисто лично мое. Всем спасибо, я надеюсь, было интересно. Подписывайтесь и встретимся в следующем эфире. Чао.